Если прямо сейчас вы сомневаетесь, стоит вам разводиться с вашим партнером или не стоит. Например, вы жена, у вас есть проблемы в отношениях с мужем, и в голове крутится эта мысль раз за разом. Может быть, я выбрала не того мужчину, может быть, нам пора закончить эти отношения, но семья для вас ценна, и вы не можете просто вот взять так, все, завтра развожусь, вам сложно. В этом видео я дам вам четкую инструкцию, план действий, делай 1, 2, 3, 4, чтобы понять, действительно ли в вашей ситуации пора разводиться. А если не пора разводиться, если не нужно этого делать, а нужно сохранять отношения, то что именно сделать, как именно их сохранить? Я психолог Наталья Корнеева, вы на канале про отношения. Обязательно подпишитесь, если эта тема вам интересна, и поставьте лайк этому видео. Шаг номер 1. Примите как аксиому следующую мысль, что разводиться нужно лишь тогда, когда чувств у вас к вашему партнеру не осталось вообще никаких. Когда у нас нет чувств, мы безразличны. Что бы он ни делал, какие бы ссоры между вами ни происходили, если вы безразличны, у вас не возникает больше к нему ни злости там на него, ни раздражения, ни агрессии, ни обиды, вообще никаких чувств, вам просто все равно. Вот тогда значит, что разводиться действительно пора, потому что сохранять уже нечего. И здесь у многих возникнет вопрос, а как же дети? Поймите, что детям лучше, когда их родители счастливы. И неважно, счастливы они вместе или счастливы они порознь. Каждый из вас, и вы, например, если вы жена, и ваш муж, сможете больше хорошего дать вашим детям и меньше им навредить, если вы им покажете пример того, что можно быть счастливым. Дайте им этот пример. Ну а если же к вашему партнеру чувства у вас еще остались, очень важно, обратите внимание, и мы сейчас говорим не только о позитивных чувствах, когда я скучаю, когда я люблю его, когда мне хочется быть с ним рядом. Нет, мы говорим о любых чувствах. Злость, раздражение, желание его оттолкнуть, ненависть иногда возможно, обида, все это тоже чувства. И это показатель того, что человек вам не безразличен. Если хоть какие-то чувства есть, значит, стоит пробовать лечить эти отношения, восстанавливать их, спасать другими словами. Стоит пробовать, это не значит, что у вас обязательно это 100% получится. Я не хочу вас сейчас обнадеживать, я с вами честна в этом видео. Для того, чтобы отношения действительно сохранить, изменить и сделать их хорошими, заново хорошими, или, может быть, они не были хорошими никогда, для этого нужно, чтобы изменения шли с обоих сторон, и со стороны жены, и со стороны мужа. Но попробовать это сделать вы обязаны, потому что пока вы не попробуете, вы не узнаете, получится или нет. А если вы не будете пробовать, потому что у меня, видите ли, нет гарантий, что получится, и что муж, например, тоже пойдет мне навстречу и будет согласен что-то изменить, тогда вы профукаете те отношения, которые, возможно, можно было бы сохранить. Почему так важно сохранять отношения, если есть хоть какие-то чувства? Мы, люди, бессознательно реагируем в похожих ситуациях одинаково. У нас есть сценарий, прописанный в нашем бессознательном. Сценарий жизни нашей, сценарий построения отношений. Этот сценарий мы берем из детства. Когда вы были маленьким, вы волей-неволей впитывали то, что вы видели от ваших родителей. Вы впитывали это, и вы, не замечая даже сами, возможно, повторяете это. Иногда клиенты мне говорят такую фразу: вот я замечаю, что я с годами становлюсь как мама или как папа. Вот оно. Повторение сценария, впитанного от родителей. Повторять сценарии выросшие дети могут двумя способами. Первое – это прям копировать. Папа пил, и мужчина пьет. Мама кричала на мужа, и я выросла, например, и кричу на мужа. А могут делать это иначе, стараясь сделать полностью противоположное. Мама кричала на мужа, а я вообще не повышаю голос на мужа. И это тоже ошибка. Потому что это не золотая середина, иногда кричать на людей нужно. Иногда только так можно выстроить свои границы, но это не значит, что кричать нужно всегда, когда мы чем-то недовольны. Когда человек отрицает сценарий родителей и пытается сделать полностью наоборот, он тоже впадает в нездоровую крайность. Если человек, когда остаются еще чувства к партнеру, не пробует сохранить отношения, а просто выходит от них, что будет дальше? Дальше два варианта. Либо человек замыкается в себе, и формируется такой опыт в голове: отношения – это больно, отношения – это проблемы. Я не хочу больше ни с кем строить отношения, я не хочу опять разводиться, это больно, это неприятно, я буду теперь всю жизнь одиночкой. И дальше отношения так и не складываются. Но мы люди рождены для того, чтобы строить отношения, мы социальные. Это неправда, что кто-то может прожить всю жизнь в одиночестве и быть полноценно счастливым.
Я не осуждаю это, я не говорю, что так нельзя. Мы сами для себя выбираем, как нам жить, и человек имеет право выбирать одиночество. Но это не наивысшая точка счастья, которая нам доступна. А второй возможный вариант. Встречается новый партнер, начинаются новые отношения. И как-то удивительно, через какое-то количество лет становится очевидно, что они уж сильно похожи на прошлые. Почему? Потому что ошибки повторяются одни и те же. Вам сейчас может казаться, что вы в отношениях не делаете никаких ошибок. Вы делаете их, если ваши отношения несчастливые. Но вы не замечаете этого. Вы делаете их бессознательно, то есть не осознавая то, что вы делаете. Итак, первый шаг. Я предлагаю вам принять эту аксиому. Если вы с ней не согласны, то есть что уходить нужно только тогда, когда осталось сплошное безразличие и больше ничего, то если не согласны, даже не смотрите дальше это видео. Мы тогда с вами просто не мыслим одними категориями. Если вам подходит это выражение, тогда следующий, второй шаг. Примите решение прямо сейчас. Проанализируйте, просто задайте себе вопрос, я чувствую еще что-то к нему или нет. И примите решение, попробовать сохранить или уйти. Если уходить, то как? Уходить я предлагаю, сохраняя человеческие отношения. Чтобы это получилось, нужно быть способным сказать про себя мысленно следующую фразу тому человеку, от которого вы уходите. «Спасибо тебе за те годы, что ты был рядом со мной». И если эта фраза стоит как ком в горле, вы не можете ее произнести, значит, остались какие-то чувства неприятные. Логично, правда? И тогда, почему это плохо? Это называется в психологии термином «незавершенные отношения». Иногда муж и жена разводятся, живут уже по 20 лет друг без друга, и новые семьи создают, но так и не могут простить друг другу те неприятные моменты, которые причинили, те чувства, которые были рядом неприятные. И находятся уже в новых отношениях, будучи в незавершенных старых. И это всегда сказывается на любые следующие новые отношения. Поэтому в идеале бы довести свое внутреннее состояние до того, чтобы вы могли сказать простое человеческое «спасибо, спасибо за годы, что ты был со мной». Это признак того, что отношения действительно завершены. Если оставаться и сохранять отношения, и менять их, реабилитировать, терапевтировать, то как? Есть два варианта. Первое и самый идеальный, самый лучший в плане самый эффективный – это семейная психотерапия. Я не предлагаю вам сейчас свои услуги. Прямо в данный момент я не беру пары в работу, просто мне так удобнее работать индивидуально с людьми. Так проще составлять свой график, потому что индивидуальная терапия – это обычно 1 час, а семейная терапия – это 1,5 часа. Но я вам рекомендую, если вы готовы, если ваш партнер готов идти в семейную терапию, это лучшее, что вы можете сделать для ваших отношений. Если не готовы, то дальше в этом видео скажу, что еще можно сделать. Если решитесь на семейную терапию, обратите ваше внимание на такой метод психотерапии, который называется метод Джона Готмана. Я продолжаю обучение в институте американском Джона Готмана. Я сама с мужем проходила терапию в этом методе. То есть я сама и с людьми работала в этом методе. Мое профессиональное мнение, что на сегодняшний день это самое эффективное, самое лучшее, что есть из семейной терапии. Попробуйте, если ваш партнер готов. Если ваш партнер не готов, так бывает очень часто. Особенно мужчины, они вообще от слова идти к психологу прям покрываются все мурашками, волосы становятся дыбом, и что это я пойду к психологу, я что, какой-то ненормальный? Нормально, вот так вот в жизни бывает. Что тогда можно сделать? Я вам рекомендую. Первое. Прочитайте книгу Джона Готмана. Вы видите сейчас на экране, что это за книга. Прочитайте ее и попросите вашего партнера ее тоже прочитать. Вам будет потом точно что обсудить. Эта книга написана очень простым, понятным языком. Там очень много мыслей, которые помогут вам по-новому взглянуть на те проблемы, которые есть в ваших отношениях. Следующее, что вы можете сделать. У меня есть один курс, который открыт сейчас бесплатно. Можно зарегистрироваться и сразу бесплатно смотреть видео. Посмотрите его. В этом курсе 19 самых распространенных ошибок, которые совершают люди в отношениях. И именно из-за того, что люди совершают ошибки в отношениях, отношения начинают приносить нам неприятные чувства доставлять. Мы начинаем в них страдать, начинаются конфликты и проблемы. И именно потому, что мы что-то делаем не так. Посмотрите эти ошибки, изучите их, 19 ошибок видео, и подумайте, какие ошибки совершаете вы, а какие ваш партнер. Если вдруг прямо сейчас вы уже знаете, что с вами не совсем так, может быть, вы уже знаете, какие травмы из детства влияют на ваше поведение, и что у вас именно не получается с вашим мужчиной,
в отношениях в здоровой форме, обратитесь к психологу. Выберите какой-то метод, который научно доказанный. Проработайте ваши травмы детства, если у вас есть на это возможность. Что такое возможность? Это ресурсы. Время и деньги. Время на то, чтобы ходить к психологу, деньги на то, чтобы за это платить. Если такой возможности нет, то смотрите, как больше можно материала на эту тему. Читайте книги. Знайте, что не каждое видео, которое вы смотрите, не каждая книга, которую вы читаете, обязательно верны. И что-то, возможно, будет неверно. Но чем больше вы информации узнаете, тем больше у вас появится способность самостоятельно, интуитивно отсеивать. Многие люди делают такую ошибку. Они годами смотрят на ютубе одних и тех же психологов. Например, помните Сатья Дас, который ударил женщину, психолог? И после этого его репутация наконец-таки рассыпалась, потому что, безусловно, он не психолог, у него нет психологического образования, и он вещал людям с точки зрения психологии неверные вещи. Но люди его годами слушали. А вот я уверена, что люди, которые слушали не только его, и еще один-два там популярных каких-нибудь психологов, потому что чем больше популярность, тем больше обычно, такой, знаете, шоу-эффект, да, вот, как выступление какое-то, как Comedy Club, например, или «Пусть говорят», где вот эмоции, все. Люди, которые годами поглощены в один и тот же контент от одного и того же автора, они обычно зашорены. Они видят только то, что говорит этот автор, и не факт, что там верно. И то же самое с книгами. Если читать книги только одного автора, вы начинаете узко видеть картину. Поставьте себе задачу прочитать много книг на эту тему разных авторов, посмотреть YouTube-каналы на эту тему, например, от многих авторов каналов, пропустить через себя много разного мнения, и только тогда у вас появится точная способность самостоятельно фильтровать, что вам помогает, а что нет. Но помните, если контент, который вы поглощаете, да, впитываете, после его просмотра, прослушивания или прочтения у вас есть ощущение, что вы точно правы, а ваш партнер точно плохой, значит, с этим контентом что-то не так. Исключение, когда вот ваш муж, например, да, или если жена, если вы мужчина, точно условно плохой. Если ваш партнер вас бьет, однозначно от такого партнера нужно уходить, либо проходить с ним качественную совместную психотерапию. Нельзя жить с человеком, который вас бьет. На время этой качественной психотерапии заключается договор между супругами, между терапевтом, тот, кто бьет, обещает, что он этого делать не будет. Это главное условие. Если ваш партнер находится в алкогольной или в наркотической зависимости, тоже оставаться нельзя, если вы ничего не меняете. Оставаться можно только если вы начинаете проходить профессиональную терапию, терапию созависимых отношений. При этом партнер должен проходить терапию относительно своей зависимости, перестать пить, перестать употреблять наркотики и проходить необходимые процедуры лечения своего, ментального лечения, психологического. Поэтому проанализируйте. Если в вашей семье нету насилия физического, руку не поднимает, пристрастие к алкоголю, к наркотикам, значит, если чувства есть, то вы просто обязаны попробовать изменить ваши отношения. Обязаны самому себе, потому что каждые следующие отношения будут идти у вас по точно тому же сценарию, что идут сейчас. Либо вы впадете от отрицания в крайность другую. Нет, вот все что угодно, только не это. И это тоже нездоровая позиция. Ссылка на бесплатный курс, который открыт для вас сейчас, находится внизу под этим видео. Регистрируйтесь и узнайте, какие же именно ошибки есть в ваших отношениях.